Поиск начался более 5 лет назад, когда я в социальной жизни испробовала все атрибуты счастья. И я поняла, что это не наполняет меня настолько, насколько нужно, не доставляет мне вот того глубинного счастья и покоя. И я сейчас только понимаю, что я искала. Я искала близких по духу людей, единомышленников искала, но нигде я их не находила. Я пошла в психологию. Я изучила ее, получила диплом и поняла, что психология тоже не в силах справиться с нашими глубинными проблемами, и она не дает всех ответов на все наши вопросы. Меня зовут Инна, я из Сочи, мне 40 лет. Можешь, пожалуйста, рассказать о своем пути? Вот как ты пришла в школу, что было до этого? Поиск начался более 5 лет назад, когда я в социальной жизни испробовала все атрибуты счастья, как говорит Геннадий. То есть у меня был бизнес, были деньги, квартиры, машины в Сочи. И я поняла, что это не наполняет меня настолько, насколько нужно, не доставляет мне вот того глубинного счастья и покоя. Я всю свою жизнь, можно сказать, искала что-то большее, но тогда у меня не было знаний, информации вот о том, что есть знание, что есть пробуждение, что это такое. И началось это все с йоги. Я посмотрела фильм «Секрет», я начала это использовать, и эти знания просто обрушились на меня, на мою голову. Я сразу попала в состояние какого-то восторга, кайфа. И в теле это чувствовалось словно шарик внутри. И вот он прыгал все время. Я была вот всегда вот в таком вот состоянии. Такое ощущение, как будто я парила по миру. И смотрела вот на это, на весь мир сумасшедшими глазами и говорила: люди, есть счастье, оно рядом. Это все так просто. И я стала изучать эти знания. И каждый раз они мне все глубже и глубже открывались, и состояние углублялось. Происходило все как-то как в компьютерной игре. Проходил один уровень, открывался другой. Я изучала все знания, что есть у нас, все религии, секты, буддизм, кришнаиты. И я сейчас только понимаю, что я искала. Я искала близких по духу людей, единомышленников искала, но нигде я их не находила. Потом были у меня поездки в Индию, 7 раз я туда ездила. Там я чувствовала пространство, оно сжимало меня, и там было очень много опытов, открытий. Там я познакомилась с энергией, я начала еще больше чувствовать энергию в теле. И первый опыт, это был, когда я шла в Гималаях к водопаду. Я, видимо, окунулась в настоящий момент. Я чувствовала вот каждую капельку, которая касалась моей руки. Я шла вот так вот, смотрела на эту величественную красоту Гималаев, на водопад. И вечером, когда мы возвращались, я остановилась посреди бурной реки. Было такое ощущение, как будто я с ней слилась, я растворилась, и на меня накатило какое-то блаженство, неземное какое-то. Вот как будто что-то сверху вошло в мое тело и просто покрыло меня, и я растворилась в этом блаженстве. Второй раз это случилось на следующий день, тоже вот в Гималаях, в ту поездку. Мы были в монастыре у отшельников, где мне посыпались просто все ответы на все мои вопросы внутренние. Я смотрю на картину инь-янь, и мне вот ответы идут. У меня тело начало трясти, и меня накрыло, наверное, в 10 тысяч раз сильнее вот этой энергией сумасшедшего просто блаженства. Я сидела вот так, а внутри меня взрывались салюты, фейерверки, что-то крутило по спирали. И вот с того дня я стала чувствовать эту энергию всегда. Она спонтанно как-то накатывает, где бы я ни была. В машине там еду или по улице иду. И просто я погрузилась в постоянное состояние счастья, сумасшедшее, нереальное счастье и восторг. И, наверное, уже тогда, получается, я жила в моменте, но я это поняла только сейчас. Когда мы сейчас практикуем момент, я поняла, что вот он у меня момент.
И это настолько захватывающе, и я уже, получается, тогда встала на путь, и с этого пути невозможно свернуть, потому что чем дальше я шла, тем глубже я углублялась, тем больше я чувствовала внутри вот Бога, вот эту Его суть, вот это блаженство, это же энергия Бога, энергия мироздания. И меня это вдохновляло. И я поняла, что вся эта наша жизнь, она бессмысленна. Все эти атрибуты счастья, они меня не наполняют. Потом у меня было некое разочарование, я уже не знала, куда идти, что делать, потому что я уже изучила все знания, мне уже не у кого учиться, можно так было сказать, я уже все чувствовала, а везде, в принципе, одно и то же ведь. Я пошла в психологию. Я изучила ее, получила диплом. За год, так как я не работаю, я могла полностью погрузиться в изучение и трансформацию себя. С утра до вечера я этим занималась. И поняла, что психология тоже не в силах справиться с нашими глубинными проблемами, и она не дает всех ответов на все наши вопросы. И вот где-то в октябре, в ноябре я встала перед стеной. Я уперлась в этот тупик. Я не знала, куда мне идти, что дальше делать, что изучать. Дальше мое состояние как-то не углублялось. Но оно шло медленно за счет наблюдения за мыслями, пребывания в настоящем моменте, но это была четкая стена. Где-то внутри я понимала, что мне нужно делиться, мне нужно уже отдавать, но я не знала как. Я не видела глубины в отдаче, которые занимались, например, кришнаиты, кормили людей голодающих, или какая-то помощь бездомным. Мне хотелось сделать что-то большее для людей. И у меня всегда была мысль, я хотела создать вокруг себя на земле рай, и чтобы наша земля превратилась в этот рай, потому что я понимала, все это в наших силах. Но мне никто не верили, когда я рассказывала об этом. Все называли это бредовой идеей. Но сейчас в школе я понимаю, что это возможно. И что мы именно в школе к этому и идем. Это наша цель. Вырастить, наверное, другую расу человека вот на земле, здесь, в физическом теле. Начать жить совершенно по-другому. Жить вот в этом состоянии и пойти дальше, за пробуждение. Я до школы не знала, что есть что-то дальше, за пробуждением, что там еще огромный путь, и нам его не пройти за всю нашу жизнь. И сейчас, мне кажется, нельзя терять ни дня на этом пути, потому что каждая секунда, каждая минута, она бесценна на этом пути. Только там начинается настоящая жизнь. А все, что здесь, это как-то как игрушечки в детском садике. Вот я наигралась, я поиграла и поняла, что пора идти дальше. И я вижу, что жизнь живая, я вижу, как она отзывается на все мои просьбы, на все мои запросы, на все мои желания. Она буквально вот на подносике мне вот так вот дает все: на, только иди. И чем дальше я иду, тем больше она отзывается. Я до сих пор в восторге от этого состояния и от того, что жизнь отзывается. Вот. И когда я встала у стенки у этой, я обратилась к нумерологу, и она мне сказала, что моя миссия — это найти учителя, чего я не сделала в первой половине жизни. Я думала всегда, что учитель внутри, что учитель — это моя жизнь. Но здесь она сказала, что тебе нужен учитель в физическом теле. Я послала запрос Вселенной, и буквально через несколько дней мне написал Антон Солодов просто «Привет». И я увидела название «Школа Гивина», и меня как будто пронзила стрела в сердце. Я поняла, что мне туда. Я поехала на интенсив в Сочи, так как я из Сочи, интенсив был там, вот как будто опять все для меня. После Сочи я приняла решение ехать на ретрит в Ригу, в Латвию, сюда. И при подготовке на этот ретрит, при прослушивании лекции Геннадия, я поняла, что все, я нашла путь. Я нашла то, к чему я так долго шла, к чему я так долго стремилась. Я нашла команду.
Я нашла единомышленников, я нашла людей, которые также вместе со мной идут к этой цели. Я нашла то, чего мне не хватало всю жизнь. И при прослушивании лекций я поняла, в чем была моя стенка. Я не отдавала. Я жила в своем замкнутом эгоистическом мире. Я блаженствовала сама для себя. И вообще ничего не отдавала, потому что такие программы, потому что меня так мама воспитала, потому что, вот здесь, да, у меня был блок, я не знала, как отдавать, я не умела. Я вроде как слышала, что нужно, но как в действии это делать и как на самом деле реально это проявлять, я не могла это сделать, я не могла перейти через этот барьер. Я чувствовала этот барьер. И вот при прослушивании лекции меня просто развернуло в эту сторону. Я все поняла и ехала на ретрит уже с осознанием, что я пойду дальше на обучение на 2 недели, на 3 месяца и, возможно, уже и перееду. Лишь бы быть рядом с учителем, лишь бы идти уже по этой дороге, и все остальное было для меня вообще уже не важно, не нужно, уже как будто я все это отыграла. И только вперед, только вперед. И здесь, когда я приехала на ретрит, я ехала с задачей почувствовать, что такое отдача, почувствовать, что такое единение. У меня получилось. Я ощутила вот эту силу команды. И в молчании каждый из людей, еще даже в молчании мы не говорили, но мы чувствовали друг друга настолько глубоко, что мы стали родными. Эти люди каким-то образом становятся роднее, чем наши родственники, чем наша семья. И хочется идти с ними дальше, занимаясь этим общим делом, помогая строить рай на земле, помогая менять нашу жизнь, помогая проснуться другим людям, чтобы мы все проснулись ото сна, и вокруг были только счастливые люди. Я всегда так этого хотела. И то, что мы будем строить поселение, это будет среда, в которой мы будем жить, в которой мы будем воспитывать своих детей. И наши дети уже будут видеть другой пример, они будут уже жить по-другому. Они будут уже знать, как быть изначально счастливыми. Они не будут мучиться вот в этом эго-мире. Да, даже от блаженства можно мучиться. Получается так. Потому что это не дает никакого наполнения. И даже пробудившись, если человек не в отдаче, если он живет только для себя, как раковая клетка, он не пойдет дальше. А дальше это бесконечное количество ступеней. Не стоит останавливаться на этом, нужно идти дальше. Это очень длинный, интересный путь. И мы можем быть творцами не только своей жизни, а творцами всего, чего и хотело от нас мироздание, чтобы мы превзошли его. Спасибо большое.